Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете Спивака. По понедельникам он приходит. Спивак на связи. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствуем, Александр, тебя, приветствую зрителей, наверное, уже постоянных наших и регулярных, да, по понедельникам. По тем понедельникам, когда Спивак приходит. Друзья, значит, несколько объявлений коротких. Да. Первое, надо подписаться, это вы знаете, надо поставить лайк, у вас есть где-то около 1,5 часа для этого. Вам, может быть, и все равно, нам приятно, Ютубу полезно. Да и вообще заслужили. Дискуссии острые, обмениваемся мнениями. И прогнозируем ситуацию, даем свою аналитику, свой прогноз, которые зачастую реализовываются и оправдываются, поэтому, в общем-то, лайк ваш заслужили. Ну и 1 июня, друзья, то есть, во-первых, с первым днем лета, добавлю так от себя, с первым днем лета 2026, которое я очень в это верю, начнет приносить нам всем очень долгожданный мир. Это первое. И с Днем защиты детей. Пусть это как-то и банально звучит, детей надо защищать всегда и беречь и защищать, а не только там в какой-то конкретный день какого-то праздника. Но просто последние 4 года вот эта фразеология «День защиты детей», она стала как никогда более актуальной и приобретает какой-то совершенно другой смысл. Потому что именно психика детей страдает сейчас больше всего. И вот как-то их уберечь, оберегать от этого, вот эта задача взрослых, я понимаю, какая она непростая, эта задача. Поэтому всех бабушек, дедушек, мам, пап, старших сестричек и братиков, вот всех-всех-всех вот с этим сегодняшним днем. Дай Бог, чтобы все жили, чтобы улыбались, чтобы детский смех, чтобы закончилась война. В общем, как-то так. Дальше мы с Сашей, судя по всему, будем о серьезном. А о политике глобальной, международной, украинской, европейской, ближневосточной. Поэтому я решил вначале сказать какие-то слова такие позитивные, прежде чем мы перейдем к всему остальному. Все, я готов. Альтернативный Спивак готов. Да, друзья, мы в прямом эфире, это означает, что можете не просто там поздравлять друг друга с первым днем лета и, конечно, с Днем защиты детей, а комментировать ситуацию, и вопросы можно оставить, сделать это очень просто. Есть в клубе закрытом, в телеграм-канале возможность это сделать, да, там оттуда будут вопросы, также вопросы абсолютно открыто в сообществе YouTube, оставляйте их, и чат трансляции подключим в конце. Начать я хочу наш с вами разговор и, соответственно, голосование наших зрителей с таких очень больших и глобальных вещей и прогнозов. Лето наступает. Очень недооцененным выглядит пока что, опять-таки пока что, чемпионат мира по футболу. И опрос сегодняшнего эфира, он связан именно с ним. Исключительно давайте попытаемся оценить, да, все происходящее, действия политиков, потому что там же сейчас начинается череда просто вот этих вот летних дней. Да. Во-первых, чемпионат мира. Это уникальное событие. 3 страны впервые в истории. Будет 3 открытия в 3 странах. Это действительно как и геополитическое событие, потому что самое большое количество стран представлено. Украина, конечно, не играет, но тем не менее. Это очень серьезная веха. И она, чтобы не испортить, чтобы наоборот как-то подкрепить статус, реноме, будет эта карта разыгрываться политически, 100%. Но у нас же тяжелые вещи происходят сейчас. Вот опять обстрелы обоюдные. США обстреляли Иран, Иран ответил, собственно, США, и, перемирие типа никто не нарушал. Украина. Эскалация полным ходом. Война перестает быть исключительно там военные против военных, в общем, гражданские против гражданских. Вот эти киллзоны, беспилотники лупят просто на ухналь, и нет уже, стираются грани между гражданскими и другими объектами. Понятное дело, да, основной вопрос, а будет ли Иран играть? Иран говорит, будем играть, а другие страны, а как это все? В общем, опрос сегодняшнего эфира этой темой, геополитическим измерением, я хотел бы начать. Звучит вопрос так. Закончите предложение. Трамп до чемпионата мира 26 года, внимание, осталось 10 дней, я сразу подчеркну, что если кто не следит, 11 июня все начинается. Так вот, Трамп до чемпионата мира закончит войну в Иране, закончит войну в Украине, объявит о перемирии в Украине, таком длинном куске,
дней, не знаю, там 30 дней, там 20 дней, ну, какой-то такой очень продолжительный. У нас тут такая история была, пробежала вчера, я думаю, вы тоже видели, что как-то Россия объявила одностороннее перемирие на Троицу, никто о нем не знает, но блогеры все гудят, говорят, вот, ничего себе, Витков, там ему сообщили, согласовали, а это имеется в виду такое большое перемирие. Ну или еще один вариант такой, знаете, для искушенных, новую войну развяжет. Ну, Куба, например, там, может, что-нибудь еще. То есть Трамп это вообще не про мир, и наоборот, эти события будут его как бы подвергать или подталкивать к чему-то новому. Давайте обсудим с вами чемпионат мира по футболу. Насколько он важен для Трампа и насколько он может повлиять на геополитические процессы, военные прежде всего. Ты себе не представляешь, насколько я рад, что я уже не один, и что нас уже с тобой как минимум двое, кто придает колоссальное не только спортивное, гуманитарное, но и политическое значение Мундиалю 2026, чемпионату мира по футболу, который, как ты справедливо сказал, впервые будет проходить в 3 странах, впервые там по-новому, значит, в новом формате, там большее количество стран, большее количество, ну да, стран-участников, команд участников и так далее. И я, как бы, давая свои геополитические прогнозы на лето, я всегда опирался вот на этот фактор чемпионата мира по футболу. И вот очень хорошо, что Александр сейчас вот тоже на это обратил внимание. Сейчас разложу по полочкам свое видение и свое мнение. Более того, скажу, что когда-то в Древней Греции Олимпийские игры были тем временем, когда заканчивались войны. А вот мне кажется, что 2026 год, чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах Америки, запятая, далее 250 лет независимости Америки, то есть это обе глобальных темы, где Соединенные Штаты Америки как первая, одна из хозяев сторон, значит, хозяев, принимающих чемпионат мира, и, конечно, Дональд Трамп, и весь в белом, и чемпионат мира, и открытие, и он, конечно, там будет. Но и 250 лет, значит, чемпионат мира длится месяц, до середины июля. Дальше во время чемпионата мира День независимости США, это вообще всегда огромная дата. Это дата, которая всегда объединяет непримиримых противников демократов и консерваторов. Ну, потому что это про Америку. Политика Америки, кстати, в отличие от политики Украины, отличается тем, что есть вещи, которые там могут объединять непримиримых противников. Вот этот праздник, вот он их объединяет. И понятно, Дональд Трамп, и понятно, 250 лет, глобальная дата. Короче говоря, к чему я все это? Я это к тому, что мой прогноз такой, что в ближайшую неделю, как бы это ни было сложно для Дональда Трампа, как бы там Иран не пытался бы в свою сторону вывернуть сложившуюся ситуацию, а ситуация играет, ну, немножко против Трампа и за Иран. Потому что у Ирана есть время, а у Трампа нет времени, на мой взгляд. Потому что, ну, не будет Трамп вести войну вот во время вот таких вот событий масштабных. Поэтому мой прогноз такой. Я, кстати, мой будет ответ на тот опрос, который сказал Александр, вообще не похожий. Я не нашел там ответа для себя, поэтому добавлю свой пункт, если можно. Значит, мой был бы ответ таков, что до чемпионата мира по футболу Дональд Трамп и Иран объявят о чем-то таком временном, очень неустойчивом, очень таком, да, на тоненькую, но обязательно надо объявить, чтобы иметь там 40, 50, 60 дней законных для переговоров. Да, там могут обмениваться какими-то там выпадами, могут, как это было сегодня. Да, Штаты ударили по Ирану, Иран ударил по значит, американской базе. Штаты сказали, что это мы в ответ за сбитый, значит, беспилотник, дрон. Тут же Израиль на радостях бахнул там по Ливану. Ну, раз Штаты бьют, то и нам можно. Ну, такое вот. Ударили, остановились, ударили, остановились. Дональд Трамп уже недели полторы ведет кропотливейшую работу, чтобы утихомирить эту ситуацию, хоть что-то подписать. Ему это надо. Он не может выйти на открытие чемпионата мира с нерешенным вопросом по Ирану. А вот по Украине может. Он сейчас не занимается этим.
а он не остановит тут ни войну, ни перемирие, ничего, но наоборот, вот как раз когда будет объявлено, ну, я думаю, там, 60-дневное перемирие США-Иран, и вот тогда уже по завершению чемпионата мира по футболу, ну там плюс пару недель отпуска политического, то есть с 1 августа вот Дональд Трамп уже как бы ну, продолжит или повернется более уже лицом сюда к вопросу Украины. Но если я окажусь сейчас прав, и до чемпионата мира по футболу Трамп с Ираном что-то там подпишут, так вот в эти 2 недели, а может быть даже и во время чемпионата мира, когда как бы на Ближнем Востоке будет относительная тишина, в Киев могут приехать Уитков и Кушнер. Им как бы ничего дополнительного не надо, все понятно. А сейчас про российскую позицию, про украинскую я скажу. Сейчас закончим чемпионат мира и Иран и вернемся уже к нам, как бы к нашей войне. А чтобы это закончить, то вы же видите, что делает Дональд Трамп. Он как раз всеми своими действиями демонстрирует Ирану, может быть, даже где-то вот и не может скрыть реалии, насколько ему нужно утихомирить эту ситуацию. Ведь смотрите, 1,5 недели Трамп уже пытается уговорить всех игроков на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива, заключить соглашение Авраама. Так называемые авраамические соглашения с Израилем. То есть для чего ему это нужно? Ну, Трамп хочет как бы, да, таким способом довести до сведения Израиля Нетаньяху, что, мол, все, спокойно. Вот это пакт о ненападении. Вот смотри, все страны Персидского залива, исламский мир, мусульманский мир, все подписываются. Авраамические соглашения. То есть все, давай идем к миру, хочет сказать Дональд Трамп. И у него пока не получается. Потому что Ближний Восток, он хоть и небольшой территориально, но он настолько разный, он настолько там многослойный, там столько разных противоречий. Арабские Эмираты, да, с удовольствием, говорит, с Израилем отлично, с Израилем, с Америкой, там и Бритер есть рядышком. Говорит, мы все, авраамические соглашения, окей, работаем. А Саудовская Аравия говорит, да не, секундочку, мы как бы готовы, но только после того, как Израиль сделает шаги в направлении палестинского государства. Более того, саудиты вообще в пику где-то Вашингтону заключили некий пакт о ненападении с Пакистаном. Саудовская Аравия, Пакистан, ядерный зонтик пакистанский. Значит, там свою игру играет Турция. Иран с Оманом. Да, берут пока бабки за Ормузский пролив. Вот такая конфигурация. Иран и Оман. А там еще есть Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет. Там Суэцкий канал, там турки, там Босфор. Там так все переплетено, что пока у Трампа вот заключить что-то такое большое, всеобъемлющее, не получается. И поэтому он вынужден, черт возьми, в несвойственной ему манере, ну вот вести вот эти дискуссии через Рубио, через Пакистан, через посредников. А у того тоже не очень получается. Потому что Иран почувствовали вот эту вот... Ну, во-первых, они почувствовали свою силу, они оперились. Во-вторых, им удалось много чего восстановить. Как говорят, ну, западные источники, что 50 из 69, практически там 2/3 вот этих входов в различные там эти подземные тоннели, где находится ядро их ракетной программы, а это все было практически, ну не то что уничтожено, но и бомбы, и, значит, и ракеты, и повреждено, и засыпаны были эти входы. В общем, 2/3 уже расчистили, там уже все функционирует. Как говорят злые языки в открытых источниках, около 1000 баллистических ракет есть в наличии у Ирана. 1000, ребят. Ну, то есть до Америки не доберутся, но поуничтожать тут половина своих соседей, конечно, могут. И Трамп это все понимает, и Иран это все понимает. Вот они с этим ураном, где будем хранить уран? Пока ничего не получается, потому что предложения Ирана не находят отклик у Трампа, это понятно, потому что предложение Ирана – это проигрыш США. Предложения США не очень находят отклик у Ирана, но я думаю, что договорятся. Более того, я могу даже предположить, вот сейчас сделаю прогноз. Вот эти же два там
То, что там снять частичку санкций, то, что американцы могут передать часть активов, там 5-7 ярдов долларов, это не проблема для Трампа. И санкции снять частично с Ирана, вообще не вопрос. А по поводу репараций могут договориться не о репарациях, а красиво это будет звучать. Да, Америка инвестирует там, да, 30-40 миллиардов долларов в инфраструктуру или там нефтяную отрасль Ирана, или еще что-то, в энергетическую, неважно. Два есть момента. Кто контролирует Ормуз и чего будем делать с полутонной вот этого обогащенного до 60%, а это практически оружейная норма, иранского урана. И вот тут я спрогнозирую, могу ошибиться, как это, наверное, может быть. Ормуз, я думаю, что будет придуман какой-то налог. Вот, не знаю, значит, эпидемиологическая ситуация, очищение моря, значит, экология, я не знаю. Может быть, что-то внесут даже в устав вот этого международного морского права, что-то. И вот будет создан какой-то конгломерат при участии как Соединенных Штатов Америки, так и Ирана, Омана и еще кого-то. Это будет такая небольшая плата или небольшой контроль, а может быть без платы, но с контролем вот этих стран над судоходством вот в этой истории. То есть Иран не отдаст вот этот рычаг, который у них вдруг появился. Они мечтать об этом не могли, и только война против них дала им этот шанс. Костьми лягут, но не отдадут контроль над Ормузом. Это первое. Второе, их уран и ядерная их программа. Значит, по ядерной программе мирное соглашение заключено не будет. Его пытаются заключить уже лет 20, потому что ядерный VIP-клуб США, Китай, Россия точно не хочет, чтобы Иран стал членом клуба ядерного, а Иран точно не хочет как бы юридически зафиксировать, что они уже все, они уже нет. Потому что только наличие вот этого арсенала, это не, у них нет еще арсенала, только наличие у них ну вот, что ли, этой перспективы стать ядерной державой, ну, как бы придает им эту силу. Поэтому стоит вопрос. Иран согласится, на мой взгляд, лет там на 10-15 остановить свою ядерную программу в таком в широком государственном смысле, но это не срок. 10-15 лет это ни о чем. А вот уран, если США не хотят, чтобы Иран хранил этот уран ни в России, ни в Китае, могут договориться, что он остается под землей в Иране, в специально каких-то оборудованных шахтах, и что Иран обязуется по первому требованию международных комиссий, говорим комиссии, подразумеваем США, которая будет кировать там МАГАТЭ или еще кем-то, допускать вот до этой истории. То есть Слабенько, оно как бы слабенько. Ну, с точки зрения слабенько для Запада. Штатов или для Ирана? Для Запада, для Штатов. Слабенько. Два момента хочу, Слабенько, чтобы вы прокомментировали давай. в этой связи. Значит, первое. Это вообще-то же кризис доверия, понимаете? Очень большой кризис доверия Конечно. между сторонами. О нем свидетельствует, вот вы говорите, типа деньги не вопрос. Ну, найдут деньги. Там не репарация, а как-то по-другому. Деньги вообще. Позавчера, по-моему, или вчера выходит Бессент, министр финансов США, и делает заявление. Ну, мало кто понял, кому-то, в общем-то, это как бы до лампочки, но это очень важная тема и подоплека. Значит, Бессент говорит, что мы изъяли, забрали миллиард криптовалюты у Ирана. Миллиард. То есть немножко все как бы так, переглянулись. Значит, во-первых, все же говорят, что крипта децентрализована, никто не имеет, в общем, это все, там вообще рассказы тут очень старые и давние, что иранцы на вот своих там электростанциях, они там, в общем, майнят крипту, биткоины, в общем, это все потом дешевле немножко сбрасывают по рынку. Ну, как они функционируют? Ну, в том числе через крипту функционирует Иран. А тут ярд забрали. Плюс весь мир как-то переполошился. Подождите, нам всех приучают, призывают к тому, что давайте-ка туда инвестировать, это будущее, это безопасно, это все такое. А тут берет какой-то Бессент и забирает миллиард крипты.
Рынок тоже А что тебя отреагировал. смутило? Что Все тебя как-то, смутило все здесь, как... скажи? Так меня смутило в этом отношении, как можно договариваться с США, когда они забирают не просто там твои какие-то активы, долги или вот эти все санкции, пошлины и так далее, а деньги, ну вот те, твои деньги. То есть как с ними можно договариваться? Это первый момент, хочу, чтобы вы прокомментировали. И сегодня прошла Давай, сейчас новость ответь, да? о том, что, ну, это оппозиционное западное издание, Иран International, в общем, Independent, короче, говорит о том, что Пезешкиан говорит, я ухожу. Прям написал якобы какую-то бумагу, где говорит, что все бразды уксир, мне здесь места нет, гудбай, как говорится, да. Причем так это все совпадает, там, приезжает почему-то Реза Пихлеви в Одессу, к вам, Дмитрий, ну, не к вам лично, Гончаренко приезжает. То есть мы видим, ну, люди опытные, с наметанным глазом, что Запад опасен не только в плане того, что он деньги отберет, то, что нельзя отобрать по всем законам этих же денег, а он еще и все равно шатает, качает, пытается качать политическую ситуацию внутри. И с этим справиться будет Отвечаю, практически невозможно. отвечаю, отвечаю. Первое. А что ты хотел, чтобы Трамп, чтобы вышел и подписал капитуляцию, сдался и сказал, что все, я промахнулся, Иран победил, что мне делать, куда бежать, и заплакал? Но этого не будет. Это первое. Второе. У них не получается найти общий язык. Более того, Рубио вернулся ни с чем. Ему не удалось договориться ни с Нетаньяху, ни с кем, ни с властями Ливана. Он же был сейчас там и встречался, Рубио, да, то есть посланник Трампа. То есть они же хотели договориться, что Хезболла как бы все, но но Израиль не бьет. А ливанцы ему говорят, да нет, секундочку, пусть это первый скажет. То есть ничего не получается у Трампа. Что он должен делать? Самая темная ночь перед рассветом. У них между американцем и американской стороной и иранской, ну все, вот пошло вот на финишную прямую. Каждый пытается друг друга качать, как ты говоришь. Запад качает, ну качает, конечно. У кого какие рычаги есть, так и качают. А то, что сказал Бессон, ну, во-первых, трудно проверить это, но давай в это поверим. Да, все, сказали, смотри, мы можем вот так. То есть они пытаются давить на Иран всеми возможными способами, чтобы хоть немножечко получить какие-то профиты от этого соглашения. Потому что ты же правильно прокомментировал весь мой анализ. Как ты сказал, что-то для Штатов это слабенько. Да, как-то слабенько. Ни хрена Трампу пока не удается добиться, а он это сделать пытается. Чем Запад может всегда бравировать? Да, арестом имущества, арестом счетов, ну вот дошли уже до крипты. По барабану Трампу, что там рынок как-то зашатался или кто-то пошел пить корвалол. Ему по барабану. Нет правил, нет рычагов, нет международного права. Сегодня этого всего нет, оно не работает. Право мягкой силы, право жесткой силы, право кто кого наебет, кто кого обманет, кто с кем договорит. Вот такая сегодня ситуация. Вообще в мире. Дальше ты сказал кризис доверия. Саш, какое нахрен доверие между США и Ираном, тем более нынешней властью Ирана, да, КСИР, аятолла, антиамериканизм, какое доверие вообще может быть? Сегодня в мире у партнеров нет доверия друг к другу. У бритов к немцам, у французов к бритам, у бритов и так далее. У американцев к британцам, у британцев к американцам, у Путина к Си, у Си к Путину. Какое доверие? Сегодня глобальная международная политика не строится на доверии, да и никогда не строилась на доверии. А на чем она строилась? Правильно, только на попытке достичь взаимные интересы. Вот до тех пор, пока интересы сторон, будь то страны, союзы, какие-то там, не знаю, блоки, вот до тех пор, пока есть паритет интересов, все, да, супер, можно работать. Как только этот паритет немножечко, да, дисбаланс происходит, какое там доверие? Каждый хочет друг друга кинуть. Кстати, в этом и есть успех внешнеполитической деятельности страны. Кинуть и получить свои профиты. Поэтому нет. А США, Иран, там не будет никакого доверия никогда. Ни в эти 60 дней, ни до чемпионата мира, ни после чемпионата мира. Они просто должны выстроить некую конструкцию, а сам Трамп туда зашел, в эту историю. Никто его не... Да? Выстроить что-то, где будет работать система сдержек и противовесов, в том числе игроков, нефтяного рынка, значит, вот этого Персидского залива. Теперь Пезешкиан.
Бог с ним, с Пыхлевы, который приезжал, наследный принц там, да, в изгнании, который приезжал в Одессу на большое событие, очень такое серьезного масштаба, Черноморский беспековый форум. Ну, приезжал, да и приезжал, много было гостей. Но просто так совпало. Он такой знаковая фигура, да, принц в изгнании. Не думаю, что его кто-то куда-то готовит. Пока в Иране очень жестко держит власть КСИР и вот эта духовная составляющая власть аятолл. И мне кажется, что если вот эта информация про то, что Пежескиан хочет уходить, мы же с тобой не знаем, это правда или фейк, но давай просто предположим, если это не фейк, и если это соответствует действительности, то причина только одна. Да, Пежескиан как бы настаивал на более смягченной позиции в переговорах США, а представители КСИРа и духовной вертикали сказали нет. Ну а что тогда делать, если ты один против двух? И как бы, ну вот. Поэтому уходит Пежескиан, не уходит Пежескиан. Сегодня власть в Иране еще больше укрепилась, вот корпус стражи революции КСИР, ну и вот оживший, и так, судя по всему, выздоровевший, так я понимаю, после этих ранений, вот этот новый молодой аятолла. Более того, он же вообще как бы своим решением запретил Ирану куда-либо вывозить уран. Вообще запретил. То есть я не знаю там, как у них это, да, вот в этой организации полутеррористической, полудуховной. Это у них приказ, это у них указ, который, значит, сказать, его необходимо выполнять, или это его мнение. Мы же до конца же никто в мире не знает, как устроена иранская власть, как устроены вот эти механизмы управления этой страной. Ну вот вышел Айтала после комы и говорит, все, ни в Китай, ни в Россию, никуда, наш уран будет у нас. Весь мир охренел, Трамп охренел тоже. То есть уже вообще речи не идет о том, чтобы то, что хотел Трамп изначально. Знаешь, вот, Саш, вот Дональд Фредович, вот он тоже уникальный человек. Вот он сам себя загоняет в угол своими просто вот своими действиями, словами, заявлениями. Вот он сам себе создает проблемы, а потом не знает, что с этим делать. Вот он выдвигал главный свой тезис, требования, ультиматум к Ирану, все, вы свой уран отдаете нам, все, в США сдаете. Ну, уважаемый Дональд Фредович, ну это можно было сделать только тогда, если бы ты был победителем, а Иран капитулировал бы. Ну, в любом ином случае это бесполезное требование. Ну, не отдадут тебе свой уран. Они будут предлагать страны-посредники, их союзники. Как вчера Иран сказал, что Ормузский пролив для китайских и русских судов будут иметь свои льготы. То есть Иран обозначил своих как бы союзников, да, Китай и, значит, Россия. Они могут согласиться отдать уран Оману, может быть, частично оставить куда угодно, на Марс. Но они точно не отдадут свой уран Соединенным Штатам Америки. И Трамп же сам себя загнал в эту ловушку. Точно так же, как он загнал себя в ловушку, я сам буду контролировать Ормузский пролив. Дональд Фредович, это только в том случае, если Иран капитулировал бы, а Иран не капитулировал. Поэтому ты не можешь, находясь там, при несогласии Ирана, в одиночку контролировать Ормузский пролив. Потому что они перекрыли, и ты перекрыл своей военной блокадой, и они немного. Вдвоем можете, как договоритесь. В одиночку нет. Там еще есть хуситы, там еще есть Бабель-Мандебский тоже пролив, который хуситы могут перекрыть. Там можно много горя сделать для мировой торговли. Так уже. Горе Понимал ли уже это идет. Трамп, Для начиная? Не мировой, знаю. для мировой торговли горе уже идет. ООН говорит, финансовый кризис глобальный, денег нет на программы ООН, понимаете? А это уже звоночек такой очень серьезный. И, судя по всему, чуть ли там мир ждет не 2 август, ну, черный август. Помните, как в 2008 Это году? очень хороший вопрос, который ты поднял. Очень хороший. Вот ООН, может быть, не все зрители знают, это очень интересно, 2 минутки. ООН начинает жаловаться на нехватку денег. А речь в том, что две страны, США и Китай, им до хрена задолжали. А США 4 ярда долларов задолжали в своих взносах там, в ООН на разные там программы. А Китай задолжал чуть меньше, там часть выплатил, часть задолжал. Но Штаты и Китай как бы финансируют ООН чуть ли не на треть, даже говорят больше, до 40%.
Значит, Штаты вообще выходят с ряда программ Организации Объединенных Наций, не участвуют, не финансируют. А вот эта новость могла бы пройти мимо, и кто-то может подумать, да, это местечковая история, там, личные проблемы ООН. Какая нам разница, кто их финансирует и на что у них есть деньги. Да нет, ребята, это как раз очередное свидетельство того, что вот тот мировой порядок, который когда-то там в середине 20 века, да, подписали, расписали, он все. И организации наднациональные, ну как бы все. Не может структура, которая создана для баланса в мире, зависеть от финансовых кошельков двух стран. Ну, не может. Значит, нужно менять структуру, систему финансирования, подходы, организации. Все нужно менять, потому что кто платит, тот и девушку танцует. Кто платит, тот и заказывает политическую музыку. Поэтому это очень такая, но она не имеет отношения к экономике, Саш. Ну, причем если ООН Не, там и подождите, там, не платежи имеет чьи-то, отношения. она имеет отношение к политическому переустройству мира. Вот Обоснование, так. не-не-не, обоснование, что кризис финансовый. Нам ООН рассказала о глобальном финансовом... Вот они первые это сказали. Все в основном только, ну, там, допускают это, там, как-то вот просчитывают, что... А тут у нас первое официальное признание финансового кризиса, который вот-вот-вот. И в этой геополитической обстановке очень интересно смотрится, и, кстати, ваша крайняя фраза, что кто девушку то платит, тот девушку и танцует. Сегодняшнее размышление в РБК Украины, я думаю, вы видели, о том, что, в общем-то, война до ноября, о том, что, в общем, сейчас с Ираном как-то закончат, Витков освободится, грубо говоря, с Кушнером. И, в Ну, общем, прямо Трамп... нарративы Спивака в РБК, да. Прямо Да, нарративы мои. Я об этом говорю с Нового года. а то сейчас как-то Витков Так, занят немножко, понимаете? да, да. Причем, ну, давайте так, достаточно там хамство Зеленского, оно звучало пару недель назад, ввиду того, они же приглашали на четкую дату, помните? Там 15 число апреля, четко. А потом же как-то не приехали, не доехали, не получилось. И он говорит, это вообще вам надо, а не нам. И все так развели руками, елки-палки. Это что, в Америке у Виткофа там бомбят или там что происходит? То есть, и все уже и забыли об этом визите, но сейчас эта тема всплывает снова. И в этом материале говорится о том, что, в общем-то, все как бы довоюют, как довоюют условно до ноября месяца, а потом станут где станут, и всем это выгодно и нужно. И все и закончится, пойдет на спад. А те, кто платит и танцует девушку, да, я имею в виду европейские деньги, да, европейские партнеры, спонсоры, ну, там, не будем говорить хозяева, ну, хозяева положения, давайте так, финансового в Украине. Те, которые, как сегодня депутатка Бобровская сказала, там же сейчас вот с 1 июня будут поднимать зарплаты военным, и повышение это официально, а этого раньше боялись и избегали, официально за счет европейских денег. Все. То есть ВСУ солдату платит Европа. Это абсолютно открыто. А они согласны до ноября? Как вы думаете? Первое. Я бы несколько тезисов. Первое, Саш, я бы просил тебя не проводить параллели вот таких немножко грубоватых с девушкой, со страной. Не Так стоит. это Это ваши не так. параллели, подождите. Ну, я же это сказал конкретной истории про ООН, про кто платит деньги, кто финансирует организацию и так далее. Не стоит переводить это на нашу ситуацию. Это первое. Второе, Бобровская. Это партия «Голос», «Сорос», прозападное лобби и так далее. Поэтому надо еще разобраться, что она имела в виду, потому что ну, вообще, что она имела в виду? Что повышение зарплат для ВСУ как бы европейскими деньгами. Если это теми кредитными деньгами от европейского кредита, от кредита МВФ, деньги, которые попадают в бюджет, ну, то да, частично можно так сказать. Если она имела в виду что-то другое, пусть объяснит, что она имела в виду. Это все тоже такое по полу все непонятно. Теперь третье, что написала РБК. Ну, нарративы Спивака, постоянные зрители не дадут же мне соврать. Я сказал, да, лето перед сентябрем, сейчас Трамп, ну, что я буду повторяться, ему нужно закончить, не то что закончить, паузу длинную сделать в Иране, на Ближнем Востоке, объявить, что почти закончено, и продолжать переговоры с ними до 2028 года и вернуться как бы в украинскую тематику. Более того, почему там до выборов в Конгресс
появился реальный шанс окончания войны в Украине, а могу объяснить, потому что потихонечку, мало кто на это обращает внимание, меняется позиция Кремля, меняется позиция. Вон Ушаков, бедняга, опять пожаловался. Они же все время жалуются на то, что Трамп не помогает им справиться с Украиной. Если раньше они просто вспоминали про дух Анкориджа, то последнюю неделю они просто обижены, жалуются, то есть у них ни хрена не получается, и они просят Трампа помочь им справиться с Украиной. Это первое. Второе. Последнее выступление Путина. Все же все видят. Изменившаяся тональность, уже не фашистующий режим, а господин Зеленский. И уже не цели СВО до конца, а конфликт идет к завершению. И многие спрашивают, это он кому говорит? А я вам скажу, кому он это говорит. Своим. Он это даже не Трампу говорит. Путин понял несколько вещей. Первое. Трамп не будет ему помогать справляться с Украиной. Второе. Дроновая составляющая войны сегодня идет впереди планеты всей по дроновой составляющей. Украина, как говорят специалисты, опережает Россию месяцев на 5. Россия очень большая страна, невозможно их ПВО перекрыть всю их инфраструктуру, газотранспорту, аэродромы, терминалы, порты. Невозможно закрыть эти предприятия. Они раскиданы по всей России. И дроны украинские бьют, так сказать, да. У них тоже есть ракеты, баллистика. Но Путин начинает понимать, что все, надо сворачиваться. Почему к сентябрю? Потому что в сентябре выборы в Госдуму. Сейчас он свернуться не может. Он будет пытаться играть свою игру, но он потихонечку становится жалким. Если вы посмотрите на его риторику, на его попытку играть эту роль снисходительности, он все время хочет играть роль Путина 2020 года. Когда, да, 20-го, 21-го, а сейчас нет. Есть такая фраза «быть и не казаться», а не казаться. В 20-м, 21-м геополитика Россия быть, а сейчас казаться. И элиты российские это видят. Так вот, окончание конфликта, они же уже не говорят про Днепр, про Одессу, про Киев, про Львов, вообще ничего не говорят. Про цели окончания конфликта. Более того, он говорит, российские же войска по всем направлениям побеждают. Здесь есть два варианта развития событий. Он ни хера не знает и живет в иллюзиях. И Герасимов докладывает ему что-то из космоса. Второй вариант, он все знает, но просто потихонечку начинают готовить почву среди российской аудитории. Что, все какие-то цели такие, будем потихонечку сворачиваться. Возникает, я сразу мне, сейчас заканчиваю, и это дает мне... Просто есть еще один вариант. А может мы ни хера не знаем? У нас никто ни хера не знает. Вы сбрасываете это со счетов. У нас никто ни хера не знает. Нет, я аргументирую. Смотрите, это не зрада никакая, я аргументирую. Смотрите, нам выходят и говорят... Так я тебе отвечаю, каждый из нас высказывает свою, желательно аргументированную, основанную на каких-то фактах, документах, информации и трендах мнение. Разве я сказал, что моя точка зрения это истина в последней инстанции? Нет, я высказываю свое видение нынешней ситуации и пытаюсь его аргументировать. У кого-то есть диаметрально противоположная точка зрения, но если у Путина главная цель – это битва за новую токмачку, то да, то, конечно, да, есть еще смысл. А если про большое, то он уже про большое не говорит. Потому что дроновая составляющая, я уже об этом сказал. А всеобщую мобилизацию Россия проводить не может. Политически не может. Кстати, вот, Саш, заканчиваю. Вот мне кажется, вот я сейчас фразу произнесу, и ты, и зрители меня поймут. На мой взгляд, лакмусовым папирцом, лакмусовой бумажкой и главным показателем того, готовится ли Путин к продолжающейся еще год-полтора-два войне, или готовится ли он к сворачиванию и диалогу, пойдет он на мобилизацию или нет? Я считаю, что нет. И это будет означать, что постепенно, еще раз, постепенно, не завтра в 10:30 утра, но постепенно, да, с эскалацией, да, будут тяжелые сейчас 2 месяца,
Но постепенно стороны заняли ту переговорную позицию, которая, наверное, уже станет вот конечной. Вот на этих позициях эти стороны подойдут к реальному политическому диалогу, потому что, ну, абсолютный тупик, тактический, стратегический. Более того, даже где-то появился такой, где-то перелом, и где-то даже такая психологическая инициатива переходит в Украине. И еще раз, чуть-чуть. Вот мне так кажется. А без мобилизации нет. Ну, все, пожалуй. Вот это и будет показателем. Посмотрим. У нас есть 2 месяца чемпионата мира по футболу, плюс 2 недели американского отпуска. И думаю, что Кушнир и Уитков, когда посетят и Москву, и Киев, а я уверен, они посетят и Москву, и Киев, и я думаю, что и там они будут уже убеждать и ту, и другую сторону, больше уже впервые, наверное, будут убеждать Кремль, что, мол, ну давай уже вот все, надо заканчивать, ну то, что ты хочешь, не получается. Ты не можешь, а мы, ну нахера нам, а ты не можешь. Поэтому давай как-то будем искать компромиссы и идти к миру, потому что нашему Дональду Фредовичу нужно избираться, а ты уже начинаешь тормозить это все процессы. А у нас тут Арктика, у нас тут деньги, давай уже заканчивай. Я это вижу так. Поживем, увидим. Тут очень интересен другой момент. Всегда перспективы войны, ну мы уже как бы все опытные, все же наблюдаем, они оцениваются по действиям, планам и разнообразным разработкам новых креативных способов затаскивания, запихивания украинских мужиков на передовую. Значит, сегодня очень интересно совпало, да, Евроактив пишет о том, что будут и всерьез рассматриваются вопросы о том, чтобы украинским мужчинам, которые уехали за границу, в общем, призывного возраста не давать эту защиту и, в общем, как бы не что выдворять, ну, новые не выдавать эти, скажем так, эти защиты, то есть отправлять домой, отправлять на войну. Интересно совпало с тем, что в родном городе Зеленского, Кривом Роге, уже даже вот это вот не стесняются. Они взяли там, наварили какую-то на газельку историю, прикрепили туда замки, все сплошняком, без окон, из металла. Люди, конечно, в шоке. Вот такие появляются у нас людовозки. Тоже как бы бусик, да, там могут и люди выбежать, выбить окна, из окон достать, и там могут и повредить как-то, и вообще люди сами могут сбежать, в конце концов, да, оттуда. Но есть случаи, мы это видим постоянно. А то оттуда не сбежишь, там просто металлическая коробка. Плюс, конечно, сейчас разворачивается вот эта кампания, что сегодня, кстати, вбросили эту дезу о том, что сегодня 1 июня, лето, День защиты детей. Короче, вводят, но презентуют новые правила мобилизации. Потом это опровергли, сказали, нет, может, там к середине месяца это будет какой-то концептуальный, скажем так, документ. По мобилизации, по крайней мере, складывается впечатление украинской мобилизации вообще не следует, что война заканчивается. Как раз наоборот, все предпринимается для того, чтобы еще больше народу пихать вперед на передовую. И я тут даже не буду сравнивать, потому что нам нечего сравнивать. В России мобилизации нет, и вы уверены, что не будет, потому что это невозможно. Ну, невозможно, невозможно. Нет, почему? Ну, вы сказали, это невозможно. Это политически невозможно. Да, Он никогда не пойдет невозможно. на это. Российские с удовольствием воюют, сидя на диванах. Да, и вот это вот мы все, да. А когда смотрите, их мужья и дети... 30 тысяч добровольцев — это не сидя на диванах. У нас нет такого количества добровольцев. 140 миллионов. Добровольцы есть всегда и везде. Когда ты доброволец, это твое право. Когда ты за контракт, твое право. Я говорю, что вся остальная Россия, она как бы и не воюет. Но вот это вот, да, мы вот это. А когда коснется каждой семьи, ой, блядь, как изменится их вот это мы, да. Сразу все начнут скулить и кричать нет. Сейчас они все кричат «да», будут кричать «нет». А кого волнует, когда кто-то скулит? Вон украинцы скулят от этой мобилизации. Кого это волнует? Если бы это было не так, Путин бы провел всеобщую мобилизацию уже давно. Значит, это так. Значит, их закрытая социология показывает, это так. А не пойдет он на это. Ему надо много чего политически делать. Это первое. Теперь про нас.
Ну, каждую программу нет смысла об этом говорить, к сожалению, ничего не меняется. Это беспредел и бандитизм, правовой просто беспредел, который почему-то называют процессом мобилизации. И все эти так называемые реформы от Федорова никто так и не понял. Вот эта красивая история, да, где и как потратить деньги, только мы не поняли, а что с бусификацией, что с ТЦК. ТЦК надо полностью менять структуру, подходы и так далее. Никто вообще не говорит о тотальной коррупции в системе ТЦК. Никто не говорит, куда они замыкаются, где там сухопутные войска, как это происходит. Абсолютный беспредел. Это первое. И что тут, чего мне тут говорить, каждую программу одно и то же. Пока никто ничего не меняет. Ни депутаты, ни парламент, ни правительство, никто. Значит, не знаю даже, что это значит. Значит, там сотни миллионов долларов в этой глобальной системе, помимо насилия над гражданами и так далее. Теперь Европа. То, что ты сказал, они там пытаются что-то рассматривать. Они ничего не примут подобного. Но, еще раз говорю, это же, да, самая темная ночь перед рассветом, уже, извини, повторюсь. Европа этим шагом хочет продлить, сделать более важным свое участие в будущих возможных переговорах. И даже непонятно, кого они этим пугают. Тем, что ты сказал, что мужчин призывного возраста рассматривают вариант. Пока рассматривают. Европа, если начинает рассматривать, где-то к 2029 году закончат они это рассматривать. Дай бог, уже войны не будет. Но они что-то рассматривают. Что они говорят? Я не представляю себе ситуацию, когда те или иные европейские страны начнут с послезавтрашнего дня закрывать границу для украинских мужчин призывного возраста. Не вижу я этой ситуации. Разговаривать об этом могут. Европа вообще любит разговаривать. Трамп поговорил с Макроном вчера. Я уже забыл про Эммануэля, даже жалость как-то стало. Где он пропал? Мы ж как без лидера коалиции желающих, нам же трудно. Мы ж все ждем, когда войска французские войдут к нам, и мы вместе. А тут пропал. И думаю, где он пропал? И они поговорили с Трампом. И Макрон в свойственной ему манере говорит, если что, Дональд, мы готовы помочь в иранском вопросе. Что там надо? Сейчас можем. Что вы можете? Кому вы что можете помочь? Можете помочь, помогите. Нам помогите. Дональду Фредовичу помогите. Разблокируйте Амурский коридор. Приведите сюда контингент войск. Сделайте уже что-нибудь. Запросите у Трампа ракеты Патриот для нас, чтобы нам не нужно было американцам писать письмо, потому что они не хотят нам давать, а Европа обязуется, и так далее. То есть Европа любит говорить, мало чего они делают. Поэтому, Саш, не обращай внимания на очередной тезис какого-то европейского чиновника. Завтра выйдет Кая Каллас и скажет, что вообще пойдет скоро разоружать Россию и забирать у них ядерное оружие. Скажет, окей, скажет. Сказала и скажет. Большое дело. Или Урсула фон дер Ляйен скажет, что 21-й пакет санкций уже прям на мази. На мази 21-й, 23-й, 17-й, 19-й, окей. Вся сущность Европы, она была всегда такая, заключается в одном решении. Все остальное бла-бла-бла. Франция, Британия заблокировали инициативу Рютте о выделении 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Те, кто кричат, что они с нами, Франция и Британия, заблокировали эту историю. Это их решение, а все остальное политически. Собственно, и все. Поэтому ни одна европейская новость не меняет мое понимание того, что время подходит к тому, что Россия понимает о несбыточности сегодня военным способом для них решить их задачи. Значит, надо что-нибудь такое подыскивать компромиссное и идти постепенно к завершению горячей фазы войны. Собственно, о чем тот же Путин пару раз уже так как-то рассказал. К большому неудовольствию ястребов российских, ВПК и так далее. А что делать с нашими ястребами? Смотрите, сегодня как из рога изобилия.
Полтавский городской совет ограничивает культурный русскоязычный продукт. Позавчера они там отмечали, что 150 лет Эмского указа, ограничивающий украинский язык, отмечали. Через 2 дня делают практически то же самое. Параллельно с этим, вот мы с футбола начинали с вами, да, основную часть программы. Ну, Лига чемпионов на украинском ресурсе, только там можно было посмотреть. Ну, официально в Украине за денежку на Мегого приглашает Стерненко комментатором, и тот... Это ужас. И тот выдает про внимание. На тот момент еще нет однократного, но на сегодняшний день двукратного чемпиона Лиги чемпионов, да, Сафонова, вратаря, у которого русский паспорт, который россиянин, понимаете, то есть, ну, выдает там вот эти свои шуточки про 300, там, ну, вот эти все вещи. А вот сейчас выйдет Забарный, как забьет гол в ворота Сафонова. Ну, это абсолютный бред, потому что человек вообще недалекий, и он не знает, что Забарный защитник украинец и Сафонов, вратарь, россиянин, дружат. И это, конечно, как снег на голову, но это никто не рассказал Стерненко перед тем, как комментировать. Не говорить вообще, что сказал Стерненко. Весь ужас в том, что наши люди это кушают. То липовый инвалид по зрению, липовый, который еще и советник министра обороны, да, вместо армии вот, комментатор футбола на центральном телевидении. И все это кушают, он для многих герой и патриот. Ни один человек мне еще не смог объяснить, что в нем патриотического, потому что во время войны каждый из нас тратит свои деньги помочь армии. И мы становимся все беднее. Ну, во время войны каждый, кто нормальный, становится беднее. Кроме тех, кто у кормушки, они становятся богаче. Вот, так вот, Стерненко стал очень богатым человеком на ваших деньгах. Но он для вас патриот. И вы все это кушаете. И вот они все, эти грантоедовские ребята, они все инвалиды. А он недавно, Шабунин, говорит, все, 4 года я вот это, а сейчас опять со зрением. У меня такое ощущение, что у них один окулист на всех, вот у этой организации, у них у всех инвалидность по зрению. Так, смотришь на Шабунина и на Стерненко, кстати, любой окулист, глядя на очки Стерненко, все вам расскажет. И про линзы, и про, ну, в общем, все это понятно. Противно это, Саш, ну, противно, это первое. Просто противно. Вот это наша элита. Что я могу с этим сделать? Второе. Решение Полтавы. Ну, сколько можно идти по этим граблям? Это плохо. Это решение, которое никак не ведет ни к чему. Ни к победе, ни к объединению, ни к усилению нас, ни к осознанию нашей силы. Вот запретить, все запретить. Все нельзя, читать нельзя, петь нельзя, смотреть нельзя, Булгаков нельзя, это нельзя, то нельзя. Музыка Чайковского, наверное, навевает что-то. Напеть там что-то от Высоцкого тоже нельзя. Все нельзя, блядь. Ну, окей, дальше что? Вот война закончится. Пройдет первых 6 месяцев, 9 месяцев такого поствоенного посттравматического синдрома. Но пройдет год-полтора, 2. Как будем жить? Будем все-таки становиться культурно-европейской политической нацией, где нету такого «все нельзя». Или чего будем строить? Это вопросы для нас. Тут уже ни Трамп не поможет, ни коалиция желающих. Я во многих же твоих программах говорю одно и то же. После войны внутри украинского общества станут пяток глобальных вопросов. Гуманитарных, исторических, культурологических, антикоррупционных. Мы или их решим и придем к согласию внутри общества. И тогда у нас есть шанс на развитие, или не решим. И тогда я не очень понимаю, в каком направлении кто будет двигаться. Все. Это же выбор есть у каждого. Выбор есть у каждого человека. Уехать или остаться. Выбор есть у каждой страны, туда или туда. Вот сейчас у Армении будет выбор. У каждого как бы субъекта есть выбор всегда. И это от нас зависит. Поэтому, ну вот Полтавский горсовет, ну вот и да. Да, вот говорят, что в Одессе опять сейчас будут поднимать вопрос, там, памятник Пушкину. Там, Высоцкий, то запрещено, это запрещено. И я понимаю, оно сейчас
И я понимаю. Он, как бы украинский, что ли, знаток истории, ну, которого точно никто не обвинит там в ипсое пророссийскости, Даниил Яневский, да, в интервью на Масейчук вообще сказал, что типа про Бендеру как бы ж надо вообще это, что это прям не совсем тот герой, про которого говорят. Если я правильно понял вот контекст этой истории. А вообще, что тут можно сделать? Нет, Таков смотрите, тренд. так а какой Да. тренд? Подождите. Зеленский перезахоронил Мельника, назвал воинское подразделение, дивизию, по-моему, именем героев УПА. В Польше, в Люблине сегодня сняли украинский флаг с ратуши в знак протеста против этого. Ну и, соответственно, там была жесткая реакция Навродского по этому поводу. То есть это самооблучение, это самосъедение в угоду вот этим вот коверканием истории. Не только поляки. У нас будут проблемы с этим, с израильтянами, они уже высказались об этом. Немцы молчат пока, просто не хотят подливать масло в огонь, но после войны немцы обязательно к этому вернутся, потому что у немцев там внутри, в этой генопамяти тоже Холокост. Мне как это комментировать? Человеку, чья семья знает, что такое гетто, человек, чья семья знает, что такое еврейские погромы, мне как Так а прокомментировать зачем это желание... Зеленскому? Да, вот Более прах того, там сейчас же Петлюры. там как говорят, это типа, это опять-таки, это говорят, это сложно проверить, это типа проект Буданова, как главы офиса президента. Это его как бы идея, и Зеленский поддержал, и вот это вот они все выстроились Не на слышал. кладбище. Если бы это... Смотри, тут очень все просто. Мы же как бы в кулуарах не находимся. Но обычно Кирилл Буданов, если у него есть какие-то мысли, идеи и месседжи, об этом говорит вслух. А вот он сказал там же и про церковь, и про мобилизацию. То есть все, что он хочет сказать, он говорит вслух. В отличие от Валерия Федоровича Залужного, тому сложно что-то говорить, то только вот, да. Поэтому я не слышал, что это идея Буданова, и никогда от него этого не слышал. Это первое. Второе, зачем это? Не зачем это. Я бы перефразировал, зачем это сейчас? Зачем и почему это сейчас? Без общенациональной дискуссии. Почему это не говорить об этом потом, после войны? Да, для части украинского общества это герои, да, и есть такое. Мы сложная страна, сложно скроенная страна. Но для другой части, мягко говоря, эти личности, так, очень мягко говоря, такие противоречивые. Но для чего это сейчас? Я не знаю ответ на этот вопрос. Я бы этого не делал, скажем так. Если бы от меня это зависело, я бы этого не делал сейчас. А вот после войны я начал бы дискуссию на эту тему, просветительскую дискуссию, общенациональную дискуссию, с круглыми столами, с участием экспертов, с разными мнениями, точками зрения и так далее. Более того, никто из них, чей прах сейчас перезахоронять хотят, не жили и не связывали свою там судьбу в последнее с Украиной, и дети их, и потомки, и все жили там, кто в Европе, кто в Канаде. Я не очень это, я понимаю, куда мы, почему нам кажется, что вот это правильный путь, кто нам рисует вот эту картину мира, карту мира, не понимаю. Для меня это решение, оно, мягко говоря, не своевременно. Сейчас, зачем, почему? Давайте еще, скажем так, один вопрос к зрителям. Это, конечно, нечто. Вероника Фэншуй, гадалка Ермака, так называемая, значит, она прогнозирует новые сливы по делу Миндича уже на этой неделе. Знаете почему? Потому что Меркурий находится в определенном положении. На этой неделе будет квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что носителей активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя все больше и больше. Считает она, что близкие к НАБУ активисты и журналисты, прямо указывает на Ткача, Железняка, активно раскручивают дело против окружения президента, потому что у них в личных гороскопах напряжение между Меркурием и Нептуном. Ермак уже тихонечко в лес ушел? Или Нет. Вероника Фэншуй права?
Я скажу, нет-нет, ну, я не меняю свою точку зрения. То дело, которое инкриминирует Ермаку, не имеет юридической перспективы. Так, для ток-шоу, для шоу телевизионного, да. Для суда, для судебных инстанций нет. Это первое. Второе. Я не знаю, чуть многие ли зрители там улыбаются или нет, но астрология – это серьезная история. И к астрологам обращаются очень-очень многие. Не только политики, хотя политики точно все. Вот все политики всегда пользовались, да, советами, какими-то трендами, послушать, что там, как все связано, в какой день лучше принимать то или иное решение. Я не знаю, вот зрители, думаю, не дадут мне соврать, что и многие обычные зрители, обычные люди из нас слушают астрологические прогнозы, иногда заказывают личный прогноз, свою натальную карту. Все взаимосвязано, поэтому ничего здесь не вижу. Второе. Третье. Конкретно там это фэн-шуй, что она прогнозирует, у кого там, где Юпитер, у кого какие карты и так далее. Да тут же не надо быть фэн-шуй, чтобы понять, что не за горами третья серия вот этого шоу под названием «Борьбы с коррупцией». На самом деле происходит попытка передела власти. А вот эти грантовские организации, бывшие там Сорос, USAID, все эти структуры, и вот этот воинственный наконечник Набуса Апвакс, которого сейчас курируют европейцы, Брюссель, Лондон и так далее, ну, собственно, они имеют в Украине значительную власть. Значительную власть. Ну, например, могу сказать, что НАБУ вообще структура уникальная, и в Европе такой структуры нет. Ее никто не может контролировать. Единственный аудит был, да, за 10 лет, и то да, в 2024 году, и то взяли период за 1,5 года. То есть никто ничего не знает, они сами себе варятся, они сами в своем соку, они получают бюджетные деньги и западные деньги. НАБУ существует с 2015 года, 11 лет. Коррупция в Украине растет, благосостояние участников НАБУ тоже растет. Поэтому идет передел. Да, задача да, давить, влиять, там Ермак, не Ермак, идет передел, попытка договориться с администрацией президента. Ну, я же об этом говорю, я же не меняю свою точку зрения. Вот даже в том трехдневном шоу по телевидению в отношении Ермака, вот скажите мне, вот ему инкриминируют там строительство 4 домов, там семья, династия, как она называется, не знаю. Тут же это Вероника Феншуй. Говорят, вот он же там утверждал, значит, министров, с ней, значит, это госизмена. Дальше там Энергатом. Я бы спросил, вот юридический вопрос, скажите мне, так его уголовное дело о чем? О госизмене и фэншуй? Или о строительстве домов? Или об Энергатоме? Оно о чем? А помните, Если о домах, Зеленский хотел вносить, приравнять коррупцию к госизмене? ну, это прекрасная история. Это слова еще великой Голды Меир, уроженки Киева, великому премьер-министру Израиля. Она говорила, что если вы хотите сделать свою страну великой, сделайте 3 профессии наиболее почитаемых, врач, учитель и военный, и приравняйте коррупцию к госизмене, а коррупционеров к изменникам Родины. Но я бы еще через запятую, особенно во время войны. Красть на крови и красть на трагедии – это подонство и в высшей степени высшего преступления нет. Когда одни погибают, а вторые жируют. Ну, понятно. Я же не об этом, я о юридическом аспекте. Я говорю, что это дело, которое вот там все рассматривают, оно не имеет юридической перспективы. Это мое мнение просто, я могу ошибиться. Так, А друзья, фэншуй, ну, говорит. подведем итоги нашего вопроса. Закончите предложение. Трамп до чемпионата мира. 4% закончит войну в Украине. 12% объявит о перемирии в Украине. 24% закончит войну в Иране. И 59% верят все-таки в Трампа. Верит наша аудитория. Он начнет что-нибудь новенькое. Ну, там, Куба, может, еще чего-то где-то. Ну, вот такое отношение. Заслужил Трамп, наверное. Заслужил, но вы ошибаетесь, уважаемые 59% вот людей, которые высказались. Ну, если вы иронизируете, там немножко подтруниваете над Трампом, окей, признаю, согласен с вами, я бы тоже подтрунил. А если серьезно, то до чемпионата мира ничего новенького, военного, рискованного, громкого он не будет начинать.
на мой взгляд. Ну или там совсем уже можно сойти с катушек, потому что начать сейчас что, войну против Кубы, не закончившей там, непонятно здесь, ну, я бы это не делал. Против Кубы у него есть масса действительно экономических рычагов. Куба маленькая, Куба рядом, Куба бедная. А Россия не пойдет воевать за Кубу, несмотря там на 3 российских базы. Да, и Америка, если захочет, сделает полностью стопроцентную морскую блокаду, и Куба задохнется экономически просто. Поэтому нет, там попозже будут процессы. С Кубой Трамп решит. Это не Иран 90-миллионный с баллистикой и полтонны обогащенного урана. Так, переходим к Поэтому, вашим ну, окей. вопросам. Режим Блиц, Дмитрий, поехали. Значит, начнем с клуба зрителей отсюда. Тут такие вопросы. Значит, что должно сделать украинское общество, чтобы перестать быть идеологически тараном против России, спрашивает Владимир. Россия должна признать свою трагическую ошибку и вызнать свое преступление перед украинским государством и перед украинским народом. Закончить войну и извиниться. Тогда по прошествию десятилетий, как это было Израиль, Германия, Япония, США. Сергей, Они будут. Сергей сообщества Ютуба спрашивает, как Дмитрий относится к тому, что приходят люди в комментарии и пишут, называя его одной из 1000 голов Геббельса, о которой говорила Мендель. Да мне похер, что люди говорят в комментариях, если люди не хотят сложить дважды 2 4. Очень же все очень просто. Те, кто работают на власти, являются там платными, неплатными, там, да, тысячами голов, у них у всех есть бронь, отсрочки, документы, они все катаются по заграницам. А я вот нет, у меня нет ни брони, ни документов. Я с первого дня войны не могу никуда уехать, хотя хотел бы, приглашают меня и выступить и так далее. Если бы вы сложили эти дважды 2 4, вы бы поняли, что мир не черно-белый. И что когда нужно жестко критиковать власть за определенные вещи, я это делаю. Когда нужно поддержать, я это тоже делаю. Что в моей стране идет война. Но вам это, видно, многим не понять. Вам или кто не з нами, той проти нас. Да? Кто не скачет, той ось так. Ну, мир не такой, в моем видении. Поэтому пишите, чего хотите. Я всегда открыт. Многие годы я говорю то, что я думаю, то, что я считаю нужным. И мне не нужно никому нравиться. И я никуда не избираюсь. Ну, вот как-то так. А уж для офиса президента я точно не свой. Посмотрите на площадках, на которых я выступаю. Вам просто я советы даю, как обнаружить, кто из них там головы Геббельса, а кто нет. Единый марафон, определенные телеграм-каналы, YouTube-каналы. И посмотрите, где я. И вы сразу дважды 2, это ж несложно, для этого ж высшее образование не надо. Это я вам так, подсказочки даю, для того, как легче определить, кто где с кем. Так, Руслан задает вопрос. Здравствуйте, Александр, Дмитрий. Буданову, да, симпатизирую. Говорю открыто, прямо. Ну, давно я это говорю, то есть тут что мне скрывать. Действительно так. Здравствуйте, Александр, Дмитрий. Идет война. Отношение украинцев к России сейчас понятно. И кажется, что это уже не пройдет никогда, но война рано или поздно кончится, и страну придется восстанавливать. С выделением средств у Запада уже возникают проблемы, а после окончания войны они прекратятся вовсе. И может так получиться, что единственной страной, учитывая историческую, культурную и ментальную близость стран и народов, которая может реально помочь в восстановлении и развитии, окажется именно Россия. Что вы об этом скажете? Полная херня. Кратко. Все, ну, ты же попросил Блиц. Иногда буду отвечать Блиц. Про какую духовную близость? Вы откуда? Вот мы пока в прямом эфире. Будьте добры, напишите, пожалуйста, если вам не сложно, не обижайтесь. Вы где живете? Вот вы же сейчас нас смотрите, раз написали этот вопрос. Напишите Александру, вот он мне прочитает. Но мне безумно интересно, вот вы где живете, в какой стране. Я даже не верю, что вы живете в Украине. Уж простите меня. Ну или я ошибаюсь. Какая близость? Историческая, культурная и ментальная. Пишет Руслан. Историческая, культурная и ментальная. Какая близость, люди, опомнитесь вы. Вы о чем вообще?
Вы вообще не понимаете, что в Украине происходит пятый год. Просто не понимаете. Те, кто здесь не живут. Вот не понимаете. Какая ночь сегодня в Одессе была. Вы не понимаете просто, что здесь происходит. Вот эти все скрепы исторические, оставьте их для будущих симпозиумов. Просто оставьте это для будущих, вот знаете, исторических вот этих. У нас очень сложный, изломный будет сейчас момент послевоенный. Ближайшие лет, ну, блин, как минимум 5. Да, Украина и Россия географически останутся соседями. Да, когда-нибудь, наверное, раны заживают, и страны начнут торговать, наверное. Но это точно не сейчас. Ну, прям точно не сейчас. Не после окончания войны. Потому что, ну, раны какие, вы что, люди. А потом, да, наверное. Я же приводил пример. Израиль, Германия. Там много таких. Британия, Германия. Британия, Франция. Полжизни воюют друг с другом. А потом дружат. А потом опять воюют. Наверное, и тут что-то изменится. Когда придут новые власти, в том числе в России, когда поменяется концептуальный взгляд на все то, что было, когда будут произнесены какие-то слова, может быть, взаимные, когда изменится ситуация, тогда, наверное, вполне вероятно. Но рубец, он все равно останется. Вот что я хотел сказать. Алексей, добрый день, Александр Дмитрий. С духом Анкориджа мы все поняли, а вот с духом Стамбула 22 года нет. Может, напомните нам, за какие хотелки Зеленского война продолжилась? С уважением. Опять из России пишете. Ну что же, отвечу вам, да. Вам же не интересно унижение россиян перед духом Анкориджа. Вам же хочется вернуться к 22 году. Давайте я вернусь, да. Приехал Борис Джонсон и решил, что Украина должна воевать. Запад решил, что Украина должна воевать, что у Запада была задача стратегическое поражение России, ослабление России. Ну, ослабление произошло за эти 4 года, безусловно, а геополитическое. Но, ну да, вот мы приняли тогда такое решение. Согласен ли я с ним? Не согласен. Хотелось бы, чтобы война тогда закончилась. Да, вообще хотелось бы, чтобы войны не было. Чтобы хоть кто-то в мире ее предотвратил. Хотелось бы. Хотелось бы, чтобы через месяц после начала войны все закончилось мирным договором. Да, хотелось бы. Как я отношусь к Борису Джонсону, знают все. Как я отношусь к позиции Европы, Запада, ну, тоже знают все. Циничная позиция, у каждого свои интересы. Да. Кто-то попадается на крюк, кто-то не попадается, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но это 22-й, а мы говорим про сейчас. Если хотите вступить со мной в дискуссию, говорите про сейчас. Любые события сейчас. Чего туда-то возвращаться? В 22-й, в 20-й, в 14-й, в Крым, до 14-го, в 10-й, в Тузлу, в 2001-й. Ну, куда будем возвращаться? Надо говорить сейчас и о будущем. Вот История не знает. Пишет Руслан, который задавал вопрос, и говорит, живу в Кыргызстане. Такой вопрос. Понятно. Все понятно. Кыргызстан. Все понятно. Приезжайте. Я вам обеспечу в Одессе недельку в хороших условиях, сниму вам квартиру. И я вам даю 100 из 100, что на 4-й день пребывания в Одессе вы никогда в обозримом будущем не зададите вопроса, который вы сейчас мне задали. Хотите, сделаем этот эксперимент. Вы же не из России, вы из Кыргызстана. Вас с удовольствием сюда пустят. Лето, море, Одесса. Приезжайте. Я вам обеспечу здесь нормальную жизнь. И вы вот очутитесь вот здесь. Поймете, что это, и тогда поймете мою эмоцию. Так. Спасибо, что вы написали. Откуда вы, кстати. Андрей спрашивает. Дмитрий, как вы оцениваете поведение украинской гимнастки на церемонии награждения Кубка Европы по гимнастике? Ей тоже премию выпишут, как шлемоносцу? Охуеть, как смешно. Ну, пиздец. Я даже не знаю, что вам отвечать. Я думаю, что вы, наверное, что хотите? Чтобы она обняла ее? Ну, такая ситуация сейчас между двумя странами, да. Да. И оно будет еще не 1 год. К сожалению, оно все касается и спорта, и коснулось культуры, и руки не будут пожимать, и отворачиваться будут. Да.
Хорошо это или плохо? Хреново. Вообще все, что происходит, Я да просто хочу, хреново. я просто хочу понять вашу. Вот вы с Стерненко, получается, вы же осуждали Стерненко в эфире, да? А, Я его осуждаю. Да не за Сафонова. Да плевать я хотел, что он говорит про Сафонова. Абсолютно, по барабану. Я не Стерненко осуждал, между прочим. Я нас осуждал, что вот такие, как Стерненко, герои. И вот они патриоты. Причем он делает то, что у него получается. И то, что мы ему, ну, то, что ему общество разрешает. А рукопожатия не будет. Спортсменов не будет еще, ну, несколько лет не будет. ну, И почему, Сафонов уважаемые, с Забарным дружат, обнимаются, и все у них хорошо. здесь забарные? Они в одной команде, поэтому они обнимаются или дружат, или не дружат. Ребят, почему вы заостряете внимание на вот каких-то вещах, где вы, я вот даже не понимаю, что вы хотите услышать? Вот украинская спортсменка отвернулась там или что? Ну, такой сегодня тренд, такие сегодня решения. Потому что российские... Ну, что я вам объясняю? Ну, если вы этого не понимаете, странно. Если понимаете, но специально, тоже странно. Что мне вам ответить? Не знаю. Это Алекс... важно, скажите? Что а, интересно. Для окончания войны, для экономики, для социалки, для возвращения с фронта, для того, где будут люди жить, для внутренней Ну, смотрите, переселенцы, опять-таки, где... с точки зрения там дискуссии, то я считаю, что важно. Давайте тогда отмотаем тогда идеологическую историю, когда украинцы весь 22 год стучали во все, скажем так, колокола, во все двери к своим россиянам, знакомым, да, о том, что это невозможно. Тогда ни к чему это не привело. И ушли в жесткий отказ. А если бы вот... У нас же какая ставка? Ну вот вы же видите, да, какая ставка? А давайте сейчас как-то вот сделаем, нанесем там удары или сделаем какие-то вот такие свои действия, чтобы российское общество пошатнулось и типа скинула Путина, правильно? Чтобы война остановилась, и чтобы российский народ и российское общество, ну вот, повлияло на политическое руководство, и все остановилось. Я правильно понимаю стратегию? Получается, да. Ну так, Да, а да, через спорт, правильно. через связи между людьми, они же не политики Будут там. Эта девочка, украинские 15-летняя гимнастка, она ж там, ну спортсмены она ж не девочка. будут, и украинские спортсмены не будут пожимать руки российским спортсменам еще не один год, потому что эта девочка-гимнастка живет в Украине под бомбежками и ракетами уже 5-й год. Еще раз, если это кому-то непонятно, я не знаю, каких найти еще слов. Ну вот не знаю. А, Если вам так интересно и вы считаете это важным, обсуждайте это, пожалуйста. Для меня все понятно. Ну, мне понятно, что происходит. Плохо или хорошо, я сказал плохо. Я же сказал, все плохо. Ну, это все плохо. Вот все, что происходит, плохо. Люди расстаются, государства расстаются. Ненависть, плохо. Что с этим делать? Раны должны... Побыстрее мир, во-первых, прийти должен. Чем скорее придет мир, чем скорее страны договорятся, тем скорее начнут заживать раны, тем скорее изменится вот эта ситуация. Кстати, международные те или иные федерации потихоньку начнут включать российских, белорусских спортсменов в свои международные соревнования. Вот постепенно, очень такой процесс. Когда-нибудь и руки пожмут. Конечно, пожмут. Когда-нибудь и торговля восстановится. Но только не во вторник, вот не завтра. Мгм. Вот о чем идет Александр речь. спрашивает, вопрос Дмитрию. Если Россия просит Трампа помочь с Украиной, это вы сказали, Трамп не хочет помогать России в силу общей политики, или он не может ей помогать? Ведь у него с Ираном проблема. Чемпионат мира скоро, выборы в Конгресс, 250 лет Америки, день рождения. Ведь он утверждал, что сможет решить вопрос с Украиной за 3 дня или даже одним звонком. Ну, Трамп же во многом ошибся, ребят. Чем мы сейчас, что он утверждал? Он утверждал, что он одним звонком решит вопрос с Украиной. Он утверждал, что Канада 51-й штат. Он утверждал, что он вот так вот заберет Гренландию. Он там за 3 дня собирался решить вопрос с тегеранской нефтью. Ну, мало ли, что он говорит. Ну, он во многом ошибся. У него проблемы у Дональда Трампа. И экономические, и внутренние, и внешние. Если республиканцы, если ему сейчас не удастся что-то большое совершить в Иране, в Украине, какие-то победы принести, и если Иран, и если Трамп
ну, республиканцы, если проиграют, значит, выборы в Конгресс и Сенат и упустят большинство, в следующие 2 года Трамп будет заниматься собственным импичментом. Ну, просто бегать по судам им будет очень сложно, если через Сенат и Конгресс не будут проходить его инициативы. Поэтому мало ли чего Трамп говорил. Более того, Трамп, если Путину что-то и пообещал, то, во-первых, это был август 25-го. Сегодня 1 июня 26-го. Вы вообще понимаете, сколько всего в мире произошло? Не будет Трамп наседать на Украину, чтобы мы вышли с Донбасса. Не будет. И в России это чувствуют, понимают уже. Отсюда истерика. Лавров, Песков, Ушаков. Уже не дух Анкориджа, уже наезды. Вот Америка, мол, как-то вот. Кто-то им мешает, американцам. Вот они обещали, а им вот европейцы мешают. Ай-яй-яй, ну как же так, вы же обещали. Зачем вам американцы всесильные? Вы же Э, ультиматумы там раздаете. Сами решите свой вопрос, если можете. Так, Или нет. Или логики. интересный, скажем так, момент, пишет пользователь Александр. Значит, Иран обступили базами и спланированно, синхронно атаковали с 10 разных стран-соседей. Теперь вопрос. Каждый раз Дмитрий говорит, что Украина ничем не угрожала России, а базы ЦРУ, сметы баз НАТО на Украине и ее стремление в НАТО, разве это не было угрозой? Пример Ирана, как отдельных стран Югославия, Йемен, Панама, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла, Куба на подходе. Это все примеры того, что бывает, если позволять обступать себя базами западных стран и США в частности. Как прокомментируете, да, этот момент? Первое. Ну, могу развернуто, много раз об этом говорил, могу кратко, думаю, что лучше кратко. Если России угрожала пресловутая НАТО, надо было нападать на НАТО, а не на Украину, которая не являлась членом НАТО, и все в мире знали, что Украина не будет членом НАТО. А вот то, что там Петр Порошенко вписал в Конституцию, плохо, да, вот сейчас расхлебываем. Но стремление в НАТО и член НАТО, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому, если вам кто-то угрожает, бейте того, кто вам угрожает. Вот, по-моему, нормальная логика. Россия же имеет свои базы на Кубе и в Венесуэле. Когда-то это была сила. Сегодня с ними никто не считается. Но в этом же виновата Россия, а не кто-то. Потому что развеяно много мифов. И эти мифы о всесилии тех или иных процессов развеяла Украина в том числе. Вот и мой ответ вам. Ну, да, что? Чат трансляции. Вопрос. Война в Прибалтике будет? Алексей интересуется. Думаю, нет. Надеюсь, что нет. Я не вижу поводов. Кому, зачем, для чего цель. Надеюсь, что нет. Точка. Хороший, кстати, пользователь Red Monkey. Хорошая память у зрителей, у аудитории. Потрясающий вопрос. Дмитрий, а куда делись друзья мира? Помните еще таких? Да, говорил я уже как-то в своей программе об этом. Вот меня когда иногда там обвиняют, вот ты там про Китай столько положительных слов говоришь, а немножко однобоко, а про Запад и про Европу не так. Я всегда говорю, вот вам пример. Не только у Трампа или у Макрона не происходят те или иные инициативы. Вот и приводил пример. Вот Китай затеял такую глобальную инициативу под себя подмять, там 150 стран, план мира, друзья мира. Ну, у них была такая инициатива, чтобы они как бы стали главными переговорщиками, главными носителями мирного плана. И ничего не получилось. Не получилось, да, и ушло это все и кануло в лету. Поэтому мир сегодня настолько стремительно меняется, и настолько много точек вот как бы до противостояния друг с другом, что у Трампа ни хрена не получается с этим, как он назвал это, как вот мира тоже Трамп, ассоциация мира или Совет как мира. не помню. Совет Мира. У Трампа ничего не получается. Потому что это за совет мира имени одного человека? Ну, непонятно. И у китайцев тогда тоже не получилось. Сложнее все. Согласен с вами. Что тут? Нормально.
Нормальный вопрос. Вот такой еще вопрос. Согласен ли Спивак от Сергея с Будановым, с познаниями Буданова об истории Древней Руси, а также мыслью, которую он высказал, что Украина должна господствовать над Россией? Если да, то зачем? Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что, Россия должна господствовать над кем-то? Ну, у нас какое сравнение идет? Какое сравнение у нас есть? Что с чем? Не, Если так, то подождите. да. Нет, вопрос был к вам. Вы согласны с Будановым или нет? Если в таком контексте, что русские хотят господствовать над Украиной, то мысль Буданова как разведчика во время войны понятная, логичная, и все мне понятно, что он говорит, зачем, для какой аудитории, какие месседжи, для чего он говорит. Ну, я понял, да. Если никто не должен господствовать, то давайте жить иначе. А не получается, русские же говорят, мы должны господствовать. Но вот Буданов ответил, как он это видит, кто над кем должен господствовать и почему. Вот такая логика. У кого-то другая логика. Идет война. Все это когда закончится, это все уйдет. Точка. Дмитрий Спивак был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю всех за то, что побывали на нашем прямом эфире. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что думаете, с чем согласны, с чем не согласны. Самое главное, ну, еще раз всех с первым днем лета. Лето обещает быть жарким и политически, дай бог, чтобы не в военном смысле, но геополитически точно. Берегите себя и друг друга. Добра и света.